Привет-привет и здравствуйте, мои любимые друзья! Итак, рассмотрим предстоящую неделю. Что готовит неделя, что готовит высшие силы, а вы еще не знаете. Те моменты каждого дня, из которых будет состоять дорога к большему благополучию, к счастью, к исполнению всех ваших желаний. И напоминаю вам, что это надежное место для вас, чтобы выговориться, чтобы получить от карт рекомендации, а также, чтобы использовать для себя, провести время в компании тех, кто вас любит и поддерживает. Это и ангелы ваши, и хранители вашего рода, и я в моем скромном лице, который является контактером, проводником между этим миром и тем, что невидимый мир. Все мы знаем, что невидимый мир, он очень важен. То, что происходит в невидимом мире, потом переходит в видимый, поэтому это важно узнать. Итак, начнем мы с понедельника. И моменты понедельника, которые сделают для вас прорыв в сторону удачи. Я буду раскладывать, кстати, как обычно, Таро или Норман. Если вы привыкли к такому гаданию онлайн, где можно выбрать, пожалуйста, выбирайте себе колоду, вы хозяин-барин. Я советую просматривать все карты, потому что может ждать вас советы именно там, где вы не ждете помощи. Так часто очень бывает. Итак, карты Таро. И здесь я буду опирать на коробочки, да, для вас. Смотрите, понедельник, семерка чаш. У вас какие-то были ожидания на этот понедельник. Может быть, у вас должна была быть беседа или в суде, или в какой-то мэрии, в каком-то казенном доме, или беседа с врачом касательно здоровья, может, ваших родных или вашего собственного. То есть вы планировали какую-то беседу, да, на понедельник, или же какой-то, например, митинг, говорится, то есть appointment, митинг, я не знаю, как по-русски это сказать, мои дорогие. Но вы заказали время для того, чтобы посоветоваться, может, с бухгалтером, с каким-то человеком, профессионалом, адвокатом, или, может быть, вы заказали интервью на работу. В общем, если в понедельник что-то такое нужно было вам, чтобы произошло, или, может, бумаги какие-то где-то, продвижение бумаг, вы ожидаете очень многого от этого дня. Смотрите, ваши ожидания оправдаются, потому что это четверка жезлов. Она говорит о том, что ваши ожидания оправдаются, и все будет хорошо. Не волнуйтесь, не переживайте. Понедельник – день, когда все, что вы задумали, казалось вам иллюзией, вы подумали, как я могу это сделать. Найдутся люди, которые помогут, все произойдет прекрасно. Так что не волнуйтесь. Еще карта Иерофант, смотрите, старший аркан, вам говорит, в общем, верьте в то, что все получится, потому что это о вере вашей, да, о том, что не опускайте руки, верьте, что все получится. Если одни двери закроются, другие откроются. В понедельник как раз это день открытия дверей, какие-то возможности для вас откроются. Итак, мы смотрим на Ленорман тоже. На Ленорман, что Ленорман вам скажет на этот день? Итак, эта карта якорь, очень хорошая. Она говорит о том, что именно в понедельник это очень стабильный день, очень стабильный. У вас в этот день будет возможность уладить какие-то дела. Смотрите, карты сами вылетают сегодня, интересно, да? У вас в этот день то, что раньше вот было как бы зыбко, непонятно было, куда идти, что делать, где информацию получить. Ту информацию, которую вы получите в понедельник, вам нужно было получить. Высшие силы вас именно подведут к тем людям, к тем инстанциям, где будут решаться ваши дела. Так что это день стабильности, улучшения вашего положения. Или в финансах, или в любви. Но за один день много не решается, но вот в понедельник день решения, хороший день. Это правда, может помочь какой-то человек вам, это новый знакомый, может быть, потому что пиковый король часто выступает как новый знакомый. И все уладится, все будет хорошо, вы добьетесь больших результатов. Ведь лилия – это когда уже есть спасение, да, есть спаситель, как Дева Мария с лилиями или император-король с лилией. То есть это метафорически идет речь о спасении, уже есть спасение. Это день, когда вы получите переломный какой-то момент, после которого все будет очень хорошо складываться. Я те карты, которые мы прошли,
И тот день, который прошли, я так оставлю, чтобы мы видели, что вот этот понедельник, первый день прошли. Итак, смотрим на вторник. Что будет во вторник? Итак, во вторник вышла карта пятерка жезлов. Вы знаете, это даже не... Это неплохая карта, во-первых, да, потому что на пятерке жезлов это даже и не конкуренция, это не обидные слова, это не ссора, не спор. Это скорее, когда есть вот ситуация, когда люди, каждый вносит какую-то лепту в общее решение. Здесь, может быть, идет речь о том, что купить что-то для дома, для семьи, и каждый человек вкладывает какие-то средства туда, да, из вашей семьи, например, мать помогает вам, или отец, или ваш сын. Здесь может быть ситуация, когда вы спорите вроде на работе, но этот спор, он конструктивный, он приведет к тому, что компания будет лучше зарабатывать, и у вас даже может подняться зарплата. То есть когда вот жезл – это сила, энергия, когда каждый вкладывает достаточно энергии, чтобы получить лучший результат. И это может касаться, например, вас и любимого человека, когда вы вроде и не ссоритесь, но вы говорите серьезно с друг другом, и вы и ваша другая половина пробуете помочь друг другу лучше взаимодействовать. Вот вторник – это такой конструктивный, я бы сказала, день, да, конструктивный день, да. И опять жезлы – это туз жезлов, это карта именно вот такой конструктивной энергии, когда прибавляются силы, когда хочется что-то делать, потому что уже первый результат виден, и вы сразу получаете намек от Вселенной, что то или другое дело вы делаете не зря. Уже первый результат есть, а значит, можно двигаться в том же самом направлении. Вторник – это день, когда вы продолжаете делать то, что начали раньше. И Вселенная даст вам новые шансы, новую информацию полезную. Получите по этому вопросу, который сейчас вас волнует. Это тоже выздоровление, если вы болели или ваши родные. Здесь рыцарь Пентаклей, денежная карта. Знаете, это как чеки приходят, то есть принято сказать у нас чеки, да, но оплатят вам вашу работу, вот можно так сказать, да, кто-то оплатит вам работу. Я хочу сделать так, чтобы цвет не отсвечивал, у меня свет с окна немного отсвечивает, но я надеюсь, что вам хорошо видно. Рыцарь говорит о том, что сейчас настало такое время, когда вы действительно получаете первые плоды своих трудов, потому что рыцарь Пентаклей – это уже приход денег. Это уже приход денег. Или во вторник выгодная покупка, или энергии много, вы наполнены какой-то радостью, знанием того, что ну все идет к лучшему. Несмотря на какие-то огорчения, все идет к лучшему. Может быть, огорчения были в прошлом, потому что пятерка жезлов говорит о том, что иногда то, что конструктивно, для нас на первый взгляд кажется негативным. Вот об этом пятерка жезлов. А рыцарь Пентаклей говорит, вот видите, был какой-то конструктивный спор, и уже результат – это большая зарплата. Или результат – более выгодная покупка. Если, например, вы хотели что-то купить, а в семье кто-то был против. Ну и хорошо, что был против, потому что время прошло, и что-то нашли по лучшей цене. В общем, вот такая вещь. Хороший день. Давайте я сейчас возьму карту Ленорман. Первую. Дружелюбный день, хорошая энергетика, потому что собака – это карта очень-очень хорошая, созидательная. То есть вы получаете, знаете, добрый совет, добрую помощь, может быть. По карте собака вы в прекрасном расположении духа, к вам относятся хорошо. Здесь червовая десятка может говорить о встрече, свидании, примирении, о любовном письме, о каком-то послании любовном. В общем, о том, что кто-то верит в вас, кто-то поддерживает вас, кто-то даже вот дает вам силу. Такой человек, любящий очень, во вторник вам встретится. Еще карта. Карта всадник, а это действительно свидание с тем, кто любит. Особенно для моих слушателей, у кого нет отношений. Вот здесь во вторник очень хороший шанс познакомиться с человеком для любви, для партнерства.
или же познакомиться с заказчиками, которые будут верой и правдой у вас продолжать заказывать, потому что ваши услуги этому человеку подходят, и у вас будет надежный заработок. Звезды, мечты исполняются, это очень хороший день, исполняются мечты. Ну, смотрите, когда мы знаем, зачем мы что-то делаем, нам хочется это делать. Поэтому карта звезды говорит, что вы знаете, зачем вы делаете то или другое, и результат абсолютно замечательный будет, поскольку все звезды хотят вам в этом помочь, и все звезды на небе заодно с вами. То есть это счастливый день. Если у вас, кстати, в один из этих дней день рождения, я от души вас поздравляю, желаю вам счастья. Сейчас я буду смотреть дальше. Вот уже 2 дня мы прошли, вы это видите. Среда. Что в среду вас обрадует, что в среду вас удивит, что в среду вам даст шанс, потому что это важно. Обрадуют деньги, удивит неожиданная денежка или неожиданная очень удачная покупка. Это очень хорошая карта. Туз Пентаклей говорит, что радость будет. Просто энергия какая-то светлая, на душе легко, прекрасный иммунитет. Вот что-то такое. Среда очень удачный день. А что еще хотят карты сказать? Карта Шут. Обновление, новое начало. Знаете, свобода. Мы часто не свободны сами от себя, потому что мы сами себя ставим в рамки. Нас ведь ставили в рамки в детском саду, в школе, ну, в семье. Вы очень счастливы, если вас в семье не ставили в рамки, но в основном у всех у нас были рамки. Поэтому карта Шут, она говорит о том, что каждому из нас нужна свобода. И именно у вас будет свобода с деньгами, да? Свобода тратить, распоряжаться своими деньгами, свобода использовать денежки для себя, для своих любимых. Вот эта свобода у вас будет. Кстати, главное для каждого человека – это ощущение, что мы имеем свободу. Даже не сама свобода, а переживание внутренней свободы, которое очень важно. Оно дает психическое здоровье. 6 жезлов, потому что вы победитель. Потому что вы победитель. Это очень хорошая карта. Именно, может быть, на работе был какой-то проект, и вы главная фигура в этом проекте. Или в семье, например, вы главная фигура, потому что вы заботитесь о всех, и вы победитель. То дело, которое вы делаете, победит, и у вас будет приход денег, или вас возьмут на работу. В общем, среда какой-то очень удачный день для многих, кто смотрит, вы сами это видите. Вы будете чувствовать внутреннюю свободу, делать все, что захотите, а это самое главное, кстати. Спрашиваем у Ленорман. Карта птицы. Первая карта, я одну взяла, да, для начала. Карта птицы – это свидание, встречи, это бумаги, которые решаются. 7 бубен – это бумаги, которые решаются, когда ваши дела улаживаются, и все у вас будет просто замечательно идти. Это разговоры, переговоры, может быть, для работы или для жизни. Это сосед, который раньше не хотел с вами взаимодействовать, сейчас будет понимать вас больше, не будет шуметь, например, да. Или, например, ваш родной человек, который сопротивлялся, теперь захочет с вами поговорить. Мужчины часто сопротивляются, потому что они ленивые, они не очень хотят разговаривать, они хотят углубиться в свой планшет. Но вот здесь будет разговор, состоится свидание. Вообще в жизни самое главное – это общение. Общение и знать, что для нас важно. 2 важные вещи. Я, как астролог, говорю, у меня есть другое видео, где я объясняю, что я имею в виду об этом. Кстати, вот карта астрологии, она и вышла, Луна. Вот важно, где у вас Луна при рождении была, да, потому что Луна показывает ваши таланты, унаследованные от предков. Это возможность поговорить с предками. Возможность в среду именно предок выйдет на связь, может быть, во сне или сейчас через этот расклад, и хочет сказать, что верьте больше в себя, верьте в свою силу, верьте в силу своих талантов. Верьте в свои возможности. Что еще хочет сказать предок? Потому что предок может выйти в среду на связь. У вас будет новая интересная работа, говорит предок. Даже здесь не работа, а это может быть даже из дома, потому что сейчас уже башня приобретает иногда коннотацию офиса домашнего. Многие из нас из дома работают. Карта башни говорит, что у вас будет новое интересное дело, может даже из дома, или другой офис, или в другом городе будете работать.
Но предок говорит, что откроются ваши таланты, и вам будет очень интересно что-то делать. Я вижу, и деньги придут по этому поводу, и вы будете победителем, то есть вы будете довольны своим новым положением. Вот здесь поменяется ваше положение в жизни, ваш статус может поменяться. Вы будете или жена, или начальница сама себе, если работаете на себя. И вы будете довольны своим статусом. Видите, довольны своим статусом. Карты, они как предложения, очень понятны. Смотрим на четверг. Что вас ожидает в четверг, мои дорогие? Итак, что же вас ожидает в четверг? Первая карта – это рыцарь жезлов. Жезлы – те, кто меняет жизнь. Они вносят больше энергию. Рыцари – те, кто приносят новости и делают возможность сбыться тому, к чему вы стремились, мечтали или много чего сделали для этого. Рыцарь жезлов – это восстанавливаются ваши силы в четверг, пополняется энергия и приходят какие-то хорошие новости от других людей. То есть люди в вас заинтересованы. Люди хотят с вами взаимодействовать. Или на работе. Теперь вот, если был конфликт на работе, он в четверг просто закончится. А рыцарь жезлов – это когда сила возвращается, если вы потеряли силу, потому что на вас было какое-то негативное воздействие или влияние. Вот в четверг сила восстанавливается и возвращается к вам. Смотрите, это паж меча. Пажи, они ищут выхода, да, ищут решения. Паж – это энергия поиска, хлопоты, заботы. Но паж меча – это часто пустые хлопоты. Это как валет пиковый в игральных картах. Потому что младший аркан – это же и есть игральные карты. То есть паж меча говорит, что кто-то, кто хлопотал впустую, вам казалось, может быть, что-то человек хлопотал впустую, у некоторых проиграется, но рыцарь уже есть первые результаты успеха. Еще у некоторых проиграется, что паж меча может говорить о недоброжелателях. Или если на работе были какие-то сотрудники ненормальные, которые хотели за ваш счет что-то сделать. То есть эти сотрудники, это больные люди, да? Здесь они угомонятся, можно сказать, не будут вам мешать. Да, мешать вам действительно невозможно, потому что девятка пентаклей говорит, деньги у вас будут, успех у вас будет. И никто не сможет вам помешать. Вот эта карта, девятка пентаклей, это карта, когда у вас есть благополучие. Да? 9 пентаклей – это когда вы довольны своим положением или на работе, или дома. Если вы, например, ругались, ссорились с вашим партнером дома, например, да, или же, может, с другим членом семьи, как отец, сын, дочь или мать, или любимый человек, то сейчас этот человек хочет извиниться перед вами. Рыцарь жезлов – это тот, который хочет вам вернуть энергию и сказать вам, да, вы были правы. И девятка пентаклей говорит о том, что у вас как-то будет такой мир и благополучие. Но если так коротко, то девятка пентаклей может говорить об удачных покупках, продажах. В общем, деньги будут. Это очень важно. Что скажет Ленорман? Да, деньги будут на себя любимую. Карта букет. Это может быть подарок, сюрприз вам готовит какой-то рыцарь, да? Или же это букет самой себе, это омоложение вашей внешности, красивая внешность, здоровый организм. Букет – это почести, благодарные клиенты. Это когда на все хватает, еще хватило на букет, то есть с деньгами будет все в порядке. Теперь мы смотрим еще Ленорман. От мужчины придет букет. Это очень хорошо. Мужчина готовит вам сюрприз, он готовит вам букет. Это может быть сын, любимый, муж, партнер. В общем, партнер – это тот, который с вами взаимодействует, да, для любви или для дел. Но кто-то готовит вам какой-то приятный сюрприз или подарок. Еще эта карта змея. Но понимаете, такие сложные карты, как змея, там, лиса, они же работают только в синастрии с другими картами. Но если кто-то сейчас увидел змею и вот так вот все сложил и думает, что у вас есть соперница, у кого-то, может быть, это и правда, есть какая-то соперница, злой человек, который мешает вашим отношениям, вашей любви с мужчиной. Это вполне возможно. Но в данном случае еще есть другие варианты. Например, мужчина смотрит на змею, это значит, мужская энергетика, змея – это мужская энергетика. Он хочет проявиться как мужчина.
относительно вас. То есть он хочет показать свою любовь на деле, доказать, он хочет быть умным, мужчина принесет какую-то информацию, потому что здесь рыцарь тоже. Мужчина принесет вам какую-то информацию. Нет, рыцарь у нас был здесь. Рыцарь, да, рыцарь жезлов. Рыцарь – это тот, который приносит новости. Принесет информацию какой-то мужчина, обрадует вас, что-то умное скажет или что-то хорошее сделает. Карта змея тоже говорит иногда об информации, которую нужно проверять, потому что она может быть как раздвоенный язык у змеи, и хорошая, и плохая одновременно. Поэтому здесь вот змея вместе с букетом, если мужчину исключить, то это может быть какая-то подруга вам завидует, и ее информация о вашей внешности или о вашем новом наряде совершенно неверная. Вообще любая информация других людей, она субъективная, поэтому ей не стоит верить. Но здесь мужчина хочет с вами связаться. Это страсть. Змея может быть страсть мужчины к вам, и букет тоже проявление страсти. Если мужчина – это вы, даже если вы женщина, то есть логический ум и другая сфера, не обязательно любовная, то к вам придет какая-то beautiful information, какая-то прекрасная информация о чем-то, о том, как, может быть, продать свои товары, сделать деньги, заработать и так далее. Я вижу, что четверг такой конструктивный день, и наполнен мужской энергетикой. А мужская энергетика – это энергетика здравого смысла, да? Не то, что там доверять какой-то информации, а проверять, смотреть на нее более объективным, таким незамыленным взглядом. Посмотрим, дорогие мои, на следующий день, это будет пятница у нас уже, и видно 4 у нас стопочки, следующая пятница. В пятницу вышла 7 жезлов. 7 жезлов – это то состояние, когда вы отбиваетесь от каких-то врагов. Это могут быть вражеские мысли, где вы себя накручиваете и зря. Или же от таких так называемых мнимых врагов. Мнимые враги – это те враги, которые мы думаем у нас в голове. Но раз они у нас в голове, такие враги действительно существуют, потому что виртуальный мир живее живого. И если это так в вашем случае, то посмотрите на этой карте, вы выше всех ваших врагов. То есть вы себя недооцениваете и переоценили своих врагов. Вот такая подсказка на пятницу. Не переоценивайте своих внутренних виртуальных врагов, внутренних или же своих внешних врагов, то есть других людей. Вы их переоценили, подняли их планку очень высоко и опустили свою планку. Может быть, кто-то вам завидует, но если так чисто по секрету, может быть, кому-то тайно или даже не зная того, завидуете вы сами. И я хочу сказать, что зависть – это неплохое чувство. Все, что человеческому сердцу не чуждо, неплохое чувство. И зависть – это просто тот портал, где вы можете узнать, чего вам действительно хочется. Если вы кому-то завидуете, значит, вам этого действительно хочется. И если иногда вы думаете, я не знаю, чего мне хочется, вот подумайте, кому вы завидуете, и этого вам действительно хочется, то есть вы можете этого достичь для себя. Ну, мне скажут, я никому не завидую, да, может быть, вы себя где-то немножко обманываете, потому что зависть – это, опять же, одно из чувств, не грех, а чувств, которые свойственны всем людям, чуть-чуть или нет. 10 жезлов, вот своя ноша не тяжелая, моя самая любимая карта, я по асценденту Дева, и я знаю точно, что посеешь, что пожнешь, да, нужно много работать, чтобы был результат. Я говорю вам, что так и есть. 10 жезлов – это когда вы хорошо поработали, и у вас есть прекрасный результат, вы довольны результатом. И вот это будет у вас в пятницу. Очень хорошая карта. 10 жезлов – это ресурс у вас есть силы на все, вы делаете что-то с удовольствием, у вас есть замечательный результат. Карта Justice, справедливость, старший аркан, очень важно, потому что старший аркан обычно выходит не случайно. Высшие силы хотят вам здесь передать особенное послание, чтобы вы культивировали в себе вот это чувство, что справедливо, да, справедливо было бы вот это и другое. И быть уверенным в том, что вы говорите от сердца, вы, как говорят, tell your truth, да, вот Анджелина Джоли, она такая красавица. Она очень четко говорит об этом, что tell your truth, speak your truth, live your truth. Проживай свою правду. И именно карта справедливость об этом. Как часто мы свою правду не проживаем, а как бы идем на поводу у других. В пятницу у вас будет возможность либо поразмышлять на эту тему, либо на деле почувствовать, что
Карма, да, карта кармы вышла, крест, действительно, что посеял, то пожнешь, это закон кармы. И поэтому не думайте о тех людях, которые нехорошие или желают вам плохого, они будут пожинать свою правду, их, конечно, правда, это бумеранг. Да, действительно, хочет кто-то замылить вам путь, затуманить ваш путь, кто-то хочет напустить мнимую информацию, туману напустить в вашу жизнь, и, может быть, в пятницу, да, видите, проявится такой человек. Кстати, когда выходит гроб и крест вместе, это чаще всего ваш предок опять хочет с вами говорить. И не зря я сказала вначале, что я контактер ваших духов, духа вашего рода. Сразу они уже здесь, и они уже в вашем пространстве. И что-то вам хочет на пятницу передать ваш дух, это дух вашего рода. Сейчас спросим. Не бейте себя этими плетками, не обижайте себя. Да, другие люди вас обижали. Плетки – это карта, которая говорит, что чужие люди, другие люди действительно вас обидели, и не раз. Другие люди управляли вами, и не однажды. Но это не повод, чтобы вы продолжали себя бить этими плетками. Теперь вам нужно сбросить с себя это чужое влияние тем, что вы поверите в свои силы и не перестанете, и должны перестать себя обижать. Это называется самосглаз. Здесь четко предки ваши вышли на связь и говорят: не обижайте себя. Вы, очевидно, часто себя обижаете тем, что не верите в свои силы, критично к себе относитесь. Поэтому вот уже 2 раза в процессе этого расклада ваши духи вышли на связь и вам передают очень серьезное послание, дорогие мои. А теперь мы делаем расклад на субботу, да? Чего ожидать от субботы? Выходной день, но не у всех. Многие из нас, кто работают из дома, работают каждый день. 2 жезлов – это возможности. В субботу может хороший день посмотреть по гаджету, где что в какой стране происходит, где, может, ваши товары захотят купить. В общем, это способность или возможность торговать или взаимодействовать с людьми из разных стран и континентов, да, путем интернета. Это раньше никогда такого не было. Сейчас все меняется. И это важно вам знать. Да, карта маг. Вот продукция ваша, или ваш талант, или то, что вы делаете, будет востребовано по всему миру. Это четко видно, потому что старший аркан так просто не выходит. Карта мага говорит, что высшие силы хотят видеть вас как маг, тот, который верит в свои силы, и поэтому все получится. А вы знаете, о чем сейчас идет речь? Вот то, о чем вы сейчас подумали, у вас обязательно получится. Вам просто нужно поверить в свои силы. Еще одна карта. Императрица, маг и императрица. Это просто какое-то благословение, это какой-то оберег выходит для вас. Я даже ближе к вам это все дело поставлю, чтобы вы видели какой-то оберег. Понимаете? Высшие силы говорят, что именно сейчас случается то, что вы находите свою мечту, вы идете к цели, вы получаете то, что хотели. Императрица – это, во-первых, социальная львица. Это говорит о том, что вы будете знамениты в своей отрасли, профессии или вообще в социуме. О том, что вы красивы, вам есть что предложить. У вас есть много знаний каких-то профессиональных, которые можно предложить другим людям. Им с вами интересно. Ваш социальный статус повышается. Вы молодеете, вы все красивее, вы роскошная. И у вас ваша жизнь просто будет роскошная и наполнена смыслом. Вот именно в субботу идет этот портал вот в такое изобилие. Вам карты это просто говорят, трубят во все колокола. Ой, смотрите, вылетает. И знаете, что вылетело? Карта сердца. Верить в свои силы, любить себя. Но сердце-то кто-то вас тоже любит, не только вы себя любите, да? Это какой-то человек, который в вас верит, вас любит, хочет с вами встретиться, хочет рассказать, как он или она, ну, неважно, если это не для любви, это неважно, какого там он или она, неважно. Кто-то хочет с вами взаимодействовать, быть с вами сейчас. Если вы ищете себе партнера, суббота самый лучший день его искать, и вы найдете многих, кто могут вам соответствовать, еще и выбирать будете. Кто-то сейчас о вас думает, следит за вами в соцсетях, кто-то хочет с вами взаимодействовать, кто-то вас любит, кто-то хочет вкладывать энергию в вас, да? Может, какой-то даже человек, который хочет в ваши дела вложиться, чтобы
было какое-то деловое взаимодействие. Ну, карта сердца – это карта любви, новая любовь. У кого-то из вас будет новая любовь, новый кавалер, новый любимый человек, партнер, новая встреча, которая вам принесет очень приятные ощущения и какой-то результат даже. Карта гроб. Опять выходят духи. Я буду брать дополнительную карту. Еще, перед тем, как я скажу для духов, потому что карты, они обычно, это целый космос, много могут значить. Ребенок и гроб, это выйдет на связь тот, с которым вы раньше поссорились по одной или другой причине и долго не общались. Вот в субботу вдруг вы получите запись или там в Facebook, в Одноклассниках, что там есть такое. Этот человек скажет: «Хей, я тебя помню, я тебя люблю, я хочу с тобой поговорить». То есть выйдет на связь или даст о себе знать кто-то, с кем вы давно не общаетесь. Вот это может быть гроб, это закрытость просто, да? Ну, а когда выходит карта гроб, я всегда контактирую с вашими духами, и мы посмотрим, может, еще что-то хотят духи сказать. Перемены будут в личной жизни. У многих это проиграется, что дух говорит: это перемены, то есть новый знакомый для новой личной жизни. У многих, кто должен был это услышать, вот вам послание от этих ваших замечательных кураторов рода, от духов ваших, от ваших любимых, кто ушел в мир иной. Итак, это у нас была суббота. Посмотрим тоже на воскресенье. Что воскресенье принесет? Какие энергетики будут управлять воскресеньем? Интересно, как. Эта карта называется «Страшный суд» или просто «Суд». Да? То есть это карта карма, на этой написано карма. Что такое карта суд? Это энергетика, когда вы возрождаетесь опять к жизни. Высшие силы хотят, чтобы вы знали, что в воскресенье вы можете возродиться к жизни. Если, например, вы плохо себя чувствовали, в воскресенье уже будет прилив сил, уже обновление отношений, обновление желания что-то делать, обновление какой-то работы, которая принесет вам или знаменитость, или принесет вам деньги. То есть обновление чего-то, трансформация вашего пути. Вот у Райдер-Вейт там архангел Михаил дует в свою трубу. Эта труба, поднимает всех людей, кто перестал в себя верить. И если вы перестали в себя верить, то в воскресенье у вас есть этот шанс обновить свой контракт со Вселенной, с Творцом. Карта сила, еще один старший аркан. Вот задала вопрос, какие энергетики будут управлять воскресеньем, и вышли старшие арканы сразу. Карты очень хотят работать сегодня и говорят очень четко по делу, как обычно, правду говорят и очень четко. Я в восторге всегда, серьезно очень отношусь к этой работе. Карта сила говорит, что действительно восстановите силы, и сил будет прибавляться. Вот именно суд – это когда люди поднимаются, те, которые потеряли в себя веру, да? А сила говорит, силы восстановятся. Очень важные два старших аркана. И еще, когда выходит старший аркан сила, высшие силы, Вселенная, очень хочет, чтобы вы себя вели, как вот ощущать себя в своей силе. I stand in my power. Я стою в моей силе. Знаете, есть такое выражение, когда я родилась на этот свет, я была одна, а теперь я стою как 10 тысяч. Вот такое красивое выражение. Какие-то шаманы, по-моему, где-то такое вот очень красивое. Итак, еще одна карта. Пятерка меча. Вот смотрите, вы можете противостоять негативным людям. Пятерка меча может говорить о тех, кто может контактировать в воскресенье с вами, и это не всегда ваши друзья. Как вы проверите, стоите ли вы в своей силе? Когда с вами выходят на контакт люди, которые раньше на вас влияли, вы расстраивались, огорчались, а теперь вы в своей силе стоите, кто-то там что-то сказал, а все вот как с гуся вода. Это говорит о том, что карты правду сказали, вы стоите в своей силе, и вы абсолютно не подвержены любому негативному влиянию. То есть вы под защитой у высших сил. Это очень классно. Смотрим по Ленорман. Карта крысы. И действительно появятся такие люди. Это могут быть продавцы, которые захотят, чтобы вы купили что-то по большой скидке. Желательно не покупать, потому что что-то кому-то нужно продать. Это не то, что... Понимаете, нельзя людей не любить за то, что они хотят продать.
Да? Нельзя сказать, что потому что существуют ликероводочные магазины, так много людей, кто выпивает. Нет, конечно. То есть магазины существуют, но люди хотели уже купить этот алкоголь. Да? Вы не покупайте алкоголь в воскресенье, нельзя. Вообще я против алкоголя полностью, ну, потому что у меня есть много откровений, где я просто видела этих лярв. Но это очень темная энергетика, и я могу этих лярв изгонять, потому что были такие случаи, когда нужно было людям помогать, кто выпивал, и я видела этих лярв, и я изгоняла из них. У меня даже есть чистка избавления от алкоголя. Но сейчас не об этом речь, я вам как пример привела, что бывает такая ситуация, что вы думаете, ну такой паршивый человек, этот продавец, он мне навязал что-то, да? Ну, понимаете, это его работа продавать, а ваша работа, ну, спросить у себя, нужна ли мне эта вещь, если даже она по скидке, мне она сейчас не нужна. Поэтому в воскресенье не делайте необдуманных покупок, я бы сказала так. Это выйдет на связь человек, который вас любит, и вот смотрите, вы не сделали необдуманную покупку, да, и у вас остались деньги на что-то, то, чего вы для себя давно хотели и сможете себе позволить. Или выйдет на связь человек, предложит вам какой-то подарок или сюрприз. Вот вы хотели это купить для себя, ну, денег, может быть, не хотели тратить, потому что деньги тяжело заработать, но это и понятно. Вот, и вроде цена была хорошая, но вы сказали, я еще об этом подумаю. Раз вечером получаете это как подарок. Вот такая ситуация может быть банальная, но возможно. И еще такая ситуация, что кто-то выполнит какое-то обещание, которое давно вам сделал, но никак не выполнил. Потому что кольцо – это выполненное обещание. Это очень хорошая карта. Это встреча, свидание, обещание, что-то хорошее. Солнце. Это может быть мужчина выполнит обещание. Тот, который вас любит, тот, который заботится о вас. Карта Солнца – это карта мужской энергетики. Солнце – это мужской свет. И Солнце и кольцо, вот обе карты такие золотые, да, золотые – это радость, это золотое сердце, золотые мысли, это желание быть с вами, это желание проявиться, показать свою любовь на деле, да, вот это вот все, потому что Солнце активное, оно показывает любовь на деле, а не просто так. Вот такой день воскресенья, мои дорогие, и, конечно, только один день, но вот такие энергетики будут управлять каждым днем. Я вас люблю, обожаю, вы для меня родные люди, и мне очень важно с вами общаться. Пишите, пожалуйста, комментарии, я все считаю. Мы будем обязательно с вами видеться, и я точно знаю, что у вас будет просто все замечательно. До новых встреч, друзья. Пока-пока.